Поднять настроение можно по-разному. Для меня это вкусняшки с вкусным чаем. Сушеную клюкву промойте. Хрустящее безе с орехами, клюквой, шоколадом. Это безумно вкусно. Промытую клюкву просушите, разложив на бумажное полотенце. Грецкие орехи немного порубите. Именно порубите ножом, но не мелко. Я сделаю половину порции с орехами и клюквой, а в другую половину добавлю горький шоколад. Это будет очень вкусно. Здесь 100 грамм охлажденных белков. Это примерно 3 яйца. Вес одного сырого белка в яйце первой категории 30-35 грамм. Но лучше всегда взвешивать. Белки лучше использовать, которые пролежали в холодильнике без желтков 2 дня. А если нет времени, то возьмите яйца, которым 5-7 дней. В магазине как раз такие. Взбиваем на средней скорости минут 5, в зависимости от миксера. Если ручной, то взбивайте в одном направлении, чтобы безе не трескалось в духовке. Белки и пудру берем в соотношении 1 к 2. На мои 100 грамм белков 200 грамм сахарной пудры. Взбиваем до густой мягкой пены. Продолжая взбивать, всыпаем постепенно по 1 столовой ложке сахарную пудру с интервалом 15 секунд. Пудру лучше приготовить самостоятельно, перемолоть сахар в кофемолке, так как в покупной присутствует крахмал. Если на стенках чаши осталась пудра, то останавливаемся и почищаем. После того, как ввели всю пудру, увеличиваем скорость миксера до максимальной и взбиваем еще 6-8 минут. В конце добавляю 1 чайную ложку лимонного сока. Он немного нейтрализует сладость и придаст белоснежный цвет. Продолжаем взбивать еще секунд 30 до устойчивого клюва на венчике. Готовая меренга хорошо держит форму и не растекается. Немного меренги капаем по углам противня, можно и в центре. Приклеиваем бумагу, чтобы она не нервировала и не ерзала. В готовую меренгу добавляем орехи, клюкву и аккуратно перемешиваем, недолго. А шоколад я буду добавлять в оставшуюся половину меренги. Выкладываем на противень ложкой, помогая другой ложечкой или с помощью кондитерского мешка. Слегка приплюснем. Горький шоколад порубите ножом, мелко или крупно, как вам нравится. Все добавки добавляйте по своему вкусу. В оставшуюся половину меренги добавляем шоколад. Аккуратно перемешиваем. Выкладываем на противень. Всего получается 16 безе диаметром 6-7 см. Количество зависит от размера ваших безешек. Отправляем в духовку, разогретую до 90 градусов по Цельсию, и сушим безе 1,5-3 часа при температуре 90 градусов. Время приготовления зависит от размера безе. Мои сушились 2,5 часа. В течение первого часа духовку не открываем. Готовое безе легко отходит от бумаги и сухое внутри. Какое хрустящее! Внутри просушилось отлично. Вкуснотища! Прощай, осиная талия. Ну а какие же вкусняшки без вкусного чая? Наливаем кипяток в заварочный чайник. Добавляем черный чай, лучше крупнолистовой. Сюда же промытый изюм и промытый сушеный барбарис. Настаиваем 10 минут. Наливаем и наслаждаемся вкусным чаем. В готовый чай по желанию можно добавить мед или тростниковый сахар. Ну вот и все. Пойду пить чай с вкусняшками. А как вы себе поднимаете настроение? Напишите. Спасибо, что заглянули ко мне на безешки. Хорошего вам настроения и вкусного чаепития.